Путин говорит, что открыт к диалогу с США, Трамп собирается звонить в Кремль, а армия КНДР пошла в наступление в Курской области. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Масштабные взрывы в России за 1000 километров от Украины. Спецоперация разведки потрясла Саратов. Что произошло? Трамп хочет поговорить с Путиным, Путин открыт к диалогу. В Вашингтоне же поддержат Зеленского, если тот готов начать переговоры с Россией. Детали политического круговорота и потрясений. Северокорейские и российские войска наступают в Курской области. Активная фаза боевых действий. С чем связана спешка? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия продолжает бить по ключевым городам Украины. В ночь на пятницу удары были нанесены по Киеву, Киевской и Одесской областям, а также по Харькову. В частности, Харьков был атакован корректируемыми авиабомбами. Повреждены многоэтажка, а также известнейшее здание «Газпрома», другие объекты. Практически 30 человек получили ранения. В Одесской области Россия била также по жилым домам, складским помещениям. Известно о как минимум одном погибшем. В Киевской области также ранены мирные жители. В украинской столице воздушная тревога длилась практически 10 часов. Украинские медиа пишут, что это рекорд с начала полномасштабного вторжения. Вновь в Киев летели дроны «Шахед». В воздушных силах Украины заявили, что РФ ударила также баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской области, управляемыми авиабомбами из Белгородской области. Кроме того, запустила 92 БПЛА, сбить удалось 62 из них. Украина не отказывается от тактики точных ударов по НПЗ России. На этот раз украинские дроны долетели до Саратова. В российском Минобороны, как всегда, уверяют, что дроны были сбиты. Всего 6 единиц над Саратовской областью, еще 6 над Воронежской, а также над Белгородской и Брянской. Тем временем жители Саратова говорят о взрывах в районе НПЗ. Из открытых источников известно, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод – это старейшее предприятие, ранее известное как завод «Крекинг». Сейчас же входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Украинские СМИ со ссылкой на свои источники в спецслужбах пишут, что удар по этому объекту – это спецоперация Главного управления разведки Украины. Напомню, что в последнее время западная пресса неоднократно писала, что между РФ и Украиной идут непубличные предварительные переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. В России это отрицали, в Украине также говорили, что пока не собираются отказываться от таких ударов, но, по словам главы Офиса президента Украины Ермака, партнеры Киева могли бы поддержать такие переговоры в первую очередь для того, чтобы украинская энергетическая система не была под постоянными атаками. Российские войска при поддержке северокорейцев наступают в Курской области. И спешка со штурмом украинских позиций со стороны оккупационных войск РФ и КНДР может быть связана с так называемым мирным планом Трампа. Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Акс. Напомню, что по данным западной прессы, советники Трампа предлагают ему вариант заморозки войны по нынешней линии фронта, а она, в свою очередь, включает юг, восток Украины и, конечно же, Курскую область. То есть, фактически, часть российской территории останется под контролем Киева. Если план Трампа сработает, а это весьма спорный вопрос, Россия фактически уступит почти 700 квадратных километров своей территории в обмен на около 20% территории Украины, то есть 116 тысяч квадратных километров, которые она сейчас контролирует. Владимир Путин может не согласиться на этот, казалось бы, выгодный обмен. Ранее он потребовал, чтобы его войска вывели украинские войска из-под Курска к 1 октября, крайний срок, который русские, очевидно, пропустили. Зеленский говорит, что войска КНДР уже понесли первые потери, но реакция западних партнерів може привести к большей трагедії. Наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на Російську Федерацію, наступний крок може бути набагато більше використання північно-корейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, на сьогодні вона недостатня.
Победа Трампа в США – топ-тема во всем мире. Аналитики пишут о том, как может измениться мир после, а может и даже до инаугурации нового президента Штатов. Конечно же, во многом внимание приковано и к тому, как Трамп будет действовать и какие отношения собирается выстроить с Европой, Китаем, Россией и окажется ли Украина без одного из своих главных союзников. На результат выборов в США активно реагирует и Москва. Путин накануне то и делал, что отправлял сигналы Вашингтону, изначально поздравил Трампа, вновь говорил о так называемом справедливом миропорядке, гегемонии и уверял, что Кремль с США отношений не портили, а потому готовы к возобновлению всяких контактов. Рассказал Путин также, чего хочет. Вновь акцентирует внимание на том, что Украина не должна быть членом НАТО. Если нейтралитета не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. Почему? Потому что это значит, что Украина будет постоянно использоваться в качестве инструмента в чужих руках и во вред интересам Российской Федерации. Таким образом, базовых условий для нормализации отношений создано не будет. На это заявление уже отреагировали обычные граждане Украины, которые в соцсетях задаются вопросом, о каких добрососедских отношениях может идти речь после российского вторжения и убийства тысяч соотечественников. В то же время представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон поддержит Киев, если там решатся сесть за стол переговоров с Россией. Такова была наша политика, наша давняя политика, согласно которой президент Зеленский должен решать, когда наступит время для переговоров. Ни нам, ни какой-либо другой стране не подобает подталкивать его к этому. И мы бы поддержали его в любом процессе, направленном на то, чтобы попытаться обеспечить справедливый и прочный мир. Но в конечном счете это его решение, а не наше. Но, как всегда, и вы можете просто взглянуть на заявления, которые он продолжает делать. Мы не увидели от Владимира Путина никаких признаков того, что он готов отказаться от своего требования продолжать захватывать украинскую территорию. Трамп уже заявил, что, скорее всего, поговорит с Путиным, пока же такого разговора еще не было. В Кремле уверяют, что готовы к этому, но пока нет никакой конкретики. А что вы думаете о том, что происходит сейчас в мире на фоне победы Трампа? Поделитесь своим мнением в наших комментариях. Европа должна быть всеядной, с зубами, иначе ее уничтожат хищники. Такое заявление сделал президент Франции после победы Трампа на выборах в США. Эммануэль Макрон считает, что ЕС не может быть травоядным. Яркая речь французского лидера прозвучала из-за опасения, что новоизбранный президент США может снизить участие Вашингтона в НАТО, что в свою очередь приведет к тому, что страны Европы будут вынуждены увеличить расходы на оборону, пишет Политика. Авторы издания уточняют, Макрон известен тем, что является ярым сторонником того, что европейский блок должен стать более независимым от торговых конкурентов, в частности от Китая и США. И это касается как обороны и безопасности, так и передовых технологий. Для меня все просто. Мир делится на травоядных и хищников. Если мы решим остаться травоядными, то хищники победят, и мы будем просто рынком для них. Я считаю, что, по крайней мере, мы должны выбрать путь всеядности. Я не хочу проявлять агрессию, просто мы должны уметь защищать себя по всем этим вопросам. Мы в Европе думаем, что должны делегировать нашу геополитику Соединенным Штатам Америки, нашу долговую нагрузку китайским клиентам, нашу технологическую инновацию американским гигантам. Это не лучшая идея. В Амстердаме задержаны 62 человека после серии нападений на израильтян. Известно, что пропалестинские активисты напали на болельщиков Маккаби Тель-Авив после матча с Аяксом. События уже назвали еврейскими погромами. Телеграм-канал Нехта сообщает, что сторонники Палестины заранее готовились к нападению, поскольку знали, что на футбольный матч приедет большое количество израильских болельщиков. Исламисты с флагами Палестины сбрасывали израильтян в реку, сбивали автомобилями и забивали толпой. Власти Израиля предупреждали Нидерланды о риске нападений на туристов, но голландская полиция не смогла предотвратить погромы. В МИД Израиля заявили, что в результате нападения пострадало 10 человек, а глава ведомства после этих событий запланировал визит в Нидерланды.
Без побед и признания футбольный клуб, связанный с Лукашенко, чемпионы Беларуси, с треском проиграли в Варшаве. Разгромный матч для минского «Динамо» с польской «Легией» состоялся 7 ноября. Это был матч основного раунда Лиги конференций и третье поражение минчан в турнире. Матч получился насыщенным и по игре, и по атмосфере. Польские фанаты выкрикивали дерзкие кричалки про Лукашенко, а на гостевом секторе развивались бело-красно-белые флаги и растяжки, напоминающие о политзаключенных и ситуации в стране. Один из баннеров польских фанатов также был на белорусском языке. Сторонники польского клуба выразили свою солидарность с задержанным в Беларуси фанатом из дружественной команды. Как ранее рассказывала команда «Нехта», в Беларуси матч «Легия Динамо Минск» не показали, несмотря на то, что ГОС-ТВ приобрело авторские права на трансляцию. Матч между польской «Легией» и минским «Динамо» прошел без сюрпризов и завершился со счетом 4-0 в пользу польской команды. Игроки польской команды после матча пришли поприветствовать своих фанатов и вместе отпраздновать победу. Игроки минского «Динамо» не подошли ни к кому. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.